Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня мы поговорим о загадочном и самобытном народе Дальнего Востока, а именно о удыгейцах. Кто эти люди? Где они живут? Каковы их культуры и традиции? А также, почему же их численность так сильно сокращается сейчас и какие проблемы они имеют в современной жизни. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, удыгейцы – это один из самых малочисленных народов России. В данный момент насчитывается только 1700 человек. Где же они проживают? Они живут на склонах Сихотэ-Алиня, вдоль таких рек, как Бикин, Самарга, Анюй и Хор. Само слово «удыгейцы» — это не их слово, не на их языке. Это слово, возможно, из других языков, которое означает «люди, которые живут в лесу». Потому что удыгейцы, они всегда жили традиционно в лесах. По одной из легенд, адыгейцы происходят от одного героя-охотника, который был послан богами на землю, чтобы научить людей жить в гармонии с природой. Тигр считается священным животным, он их покровитель, а также, можно сказать, их отец. Поэтому удыгейцы никогда не охотились на тигров и называли их амба – священными духами леса. Вообще, жизнь удыгейцев, как я сказал, всегда была тесно связана с природой. Основные занятия этих людей, такие как рыболовство, охота и собирательство. Они верили в духов леса, поклонялись природе и практиковали шаманизм. Весь год они охотились на кабанов, на изюбра, на косуль, а также иногда и на самих медведей. В фрагментах фильма, который я сегодня буду вам показывать, показана охота на медведя, и, скажем, это не для слабонервных. Дело в том, что у нас был такой исследователь Дальнего Востока, его звали Арсеньев, фамилия Арсеньев, Владимир Арсеньев, и он собирал информацию, данные по удыгейцам. И на основе его данных сняли фильм. В советские времена еще, я думаю, в 1928 году. Поэтому часто я буду показывать вам фрагменты из этого фильма. Для оружия удыгейцы всегда использовали лук и стрелы во время их охоты, но также у них были и пики. Кроме того, они ставили ловушки в лесу для животных. Шаманы были очень важными людьми в их обществе, и с помощью шаманов они подготавливались к охоте. Перед каждым сезоном охоты, когда охотники шли в лес, обязательно проводился ритуал. Конечно, рыбу они ели не так часто, как мясо, но, тем не менее, они очень много времени проводили на воде, и они ловили рыбу не только сетью, как многие делают, но также острогой. Это такая длинная палка с, я бы сказал, трезубцем на конце, и прямо этой палкой они ловили рыбу. Что также интересно, у них был очень особый и необычный вид лодки, которую они называли оморочки. И эта лодка делалась из цельного ствола дерева. Она была очень легкая и очень длинная, поэтому очень легко можно было проходить по лесным рекам, которые были не такие большие, и любые, так сказать, мелководья тоже можно было легко проходить на ней. Традиционная одежда удыгейцев шилась из рыбьей кожи, и на ней часто показывались разные узоры. И для каждого племени, для каждого рода были свои узоры. Поэтому, когда люди могли встретить друг друга издалека, они могли сразу понять, из какого племени они. То есть, как я уже сказал, само слово «удыгейцы», оно не... как сказать, сами себя они так не называют, потому что у них нет общего слова для разных людей. У них просто были имена для их родов. Поэтому они могли определить
из какого ты рода, просто смотря на твою одежду. Вообще, что тоже интересно, что удыгейцы — это самый южный северный народ. То есть у нас в России есть очень много разных северных народов, но удыгейцы живут на самом юге. Они живут в Приморье, как я уже сказал. Вот. И там поэтому не так холодно, как, скажем, где-нибудь на Чукотке, да, и в других местах. Также в жизни удыгейцев играли немаловажную роль собаки. Они ездили на собаках, они охраняли их дома. Также собаки выслеживали добычу и защищали их от медведей. Кроме того, собаки имели духовное значение. Удыгейцы верили, что собаки могут видеть злых духов. Сам язык, на котором говорят удыгейцы, является тунгусско-маньчжурским языком. То есть, если вы слышали про Маньчжурию в Китае, про людей, это очень большая группа, я думаю, сейчас около 10 миллионов людей говорят на маньчжурском языке. Так вот, удыгейские относятся к этой языковой группе, однако сейчас очень мало людей, кто говорит на удыгейском, то есть из 1700 человек только маленький процент говорит на языке. Однако сейчас прикладываются усилия к возрождению этого языка, но пока непонятно, как это будет работать. Получится, не получится, посмотрим. Другая интересная традиция у удыгейцев сохранялась в том, что когда женщина рожала ребенка, она должна была уйти из той деревни, где она жила, и она жила в отдельном шалашике, который находился в лесу. И она была там примерно 10 дней или 2 недели. И мужчины не могли вообще подходить к этому месту, а женщины другие приносили ей только еду, но никогда не заходили в сам этот шалаш. И то есть женщине приходилось самой справляться с родами, ей вообще никто не помогал, и 10 дней она была там одна с ребенком. В общем, очень тяжелое было у них время у женщин. Да, и то есть у них разделялась сильно вся культура, получается, между мужчинами и женщинами. Мужчины всегда занимались охотой, рыболовством, вот, а женщины занимались всем остальным. То есть, если мужчина поймал какого-то зверя, то женщина должна была его разделать, снять с него шкуру, порезать мясо, приготовить все это, убрать. Вот, должна была заниматься детьми, и мужчины никогда им не помогали. Ну а что же они ели? Ну вот, как я уже говорил, они ели очень много мяса, они ели рыбу, ну также, конечно, они ели разные коренья, ели женьшень, ягоды, а также делали чай с лесными травами. Из-за большого влияния китайцев на удыгейский народ в начале 20 века очень много из них курили табак, а также некоторые курили опиум, что очень сильно ухудшало их состояние как общества, людей, их психологического состояния, и очень многие из них, они попадали в долги и в зависимость от этих вещей от китайцев. Сегодня удыгейцы находятся на грани исчезновения, но как же это произошло? Ну, большую роль в этом сыграл, конечно же, Советский Союз. Как вы знаете, в Советском Союзе была такая вещь, как коллективизация, то есть когда они собирали разных людей в колхозы, и все должны были работать вместе на одной ферме, садить картошку, собирать, все делать вместе. То есть они не могли продолжать свой естественный образ жизни, поэтому они очень сильно ассимилировались, теряли свою культуру, забывали их язык, традиции из-за этих вещей. А также они переселяли их из их деревень в другие места, поэтому они забывали их родные места, а кроме того, очень часто занимались вырубкой леса, и когда вырубали лес, то есть те места, где они раньше жили, охотились, больше они не могли это делать. Кроме того, была очень сильная русификация, в то время детям запрещалось говорить на удыгейском языке, они должны были говорить только на русском, поэтому сейчас так мало людей, кто знает удыгейский. А также был запрет на шаманизм, потому что, как и любая другая религия, в Советском Союзе была запрещена, и шаманизм преследовался по закону. На данный момент ситуация становится еще только хуже, потому что молодые люди уезжают из деревень в большие города. Только 10% удыгейцев сейчас знает удыгейский. Какие-то другие слова, конечно, люди знают, но вот именно говорить на нем
в ежедневной жизни только 10% людей могут. И большой другой причиной, как я уже сказал, является экология, а именно вырубка лесов и, то есть, лишение их естественной среды обитания. В общем, в заключение я бы хотел сказать, что удыгейцы — это народ с уникальной историей и богатой культурой, но их традиции и язык находятся под угрозой. Важно помнить о таких народах и поддерживать их, чтобы культура не исчезала. Это видео было сделано по просьбе моего суперпатрона Андрея. Спасибо тебе, Андрей. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Друзья, если вы также хотите запрашивать определенные темы для видео, то вы можете также стать суперпатронами на Патреоне вот здесь. И спасибо другим суперпатронам, таким как Джош, Джоэл, Джефф, Лиз, Мэтью и Холли. Спасибо вам, друзья, за поддержку. Желаю вам всего хорошего, до скорого и пока-пока.